Я только и делаю, что тебе потакаю. Поддерживаю, выслушиваю, пою дифирамбы. Сволочь ты! Как же я тебя ненавижу! Я не спал ни с одной женщиной, кроме тебя. Отель Зеттер в Клеркенуэлле. Ты предпочитаешь его. Как правило, по понедельникам и четвергам так удобнее, ведь в эти дни совещаний можно легко ускользнуть. Твоя любовница платит собственной кредитной картой. Половину ты возвращаешь наличкой, но... Возьми, нет, стой, не шевелись! Не вздумай выдернуть! Ты выбрала самый скучный вариант из всего, что можно было сделать. Посмотри на меня. Тебе не кажется, что ты немного переборщил с ДЗМ-5? Да, может быть. Черный чемодан. Всем привет. Стивен Содерберг – интересный режиссер и интеллектуал. Несмотря на то, что он чаще всего снимает студийные проекты, ориентированные на определенный круг зрителей, его кино содержит авторский почерк и работу над деталями. Его кинокартины интересные, визуально легкие. Режиссер предпочитает нелинейную структуру, выстраивая логику мира и персонажей. Постановщик умело совмещает конъюнктуру и авторство и может незаметно для зрителя критиковать систему власти через своих героев, запутавшихся в коррупции. Он нередко проявляет скептицизм к политическим фигурам, наполняя кино подтекстом. Вор с кодексом правил честнее политика. Он предпочитает открытые или неожиданные финалы, оставляя интригующую ноту. Я считаю Стивена Содерберга хорошим режиссером, умеющим рассказывать и показывать, умеющим использовать художественные и технические приемы. Но я не являюсь его фанатом, хотя некоторые его фильмы смотрю с большим интересом. Вот и на этот раз режиссер увлек меня стильным детективным нуаром с элементами триллера и паранойи. Это мастерски снятая, умная, эстетичная шпионская история, интересное кино. Фильм фокусирует внимание на персонажах в атмосфере постоянного недоверия и заговора. «Не верь никому» читается между строк. Люди – алчные эгоисты, без моральных оков, и с ними нужно вести себя соответственно. А иначе ты окажешься на обочине с пулевым отверстием или разрушенной карьерой. Классический сюжет с двойными агентами, чередой преследований и с подачей истории от лица главного героя, которому необходимо распутать тайный заговор и найти предателя. «Черный чемодан» — это МакГаффин, метафора черного ящика с секретами. Камерный политический триллер сосредоточен на дедукции и интеллекте главного героя, а напряжение выстраивается через острые диалоги и сложные моральные решения персонажей, чьи роли великолепно сыграны всеми актерами. Да, в этом фильме чувствуется комплимент классическим жанровым лентам, и манера исполнения элегантна и красива. По моему мнению, это один из примеров, как нужно работать со сценарием, как создавать напряжение и саспенс через увлекательный рассказ без экшен-костылей и постоянных перестрелок и бессмысленной беготни со взрывами. Как говорил режиссер, «Я не делю кино на арт и коммерцию, я делю его на интересное и скучное». Хотя один раз он меня разочаровал, когда в 2002 году поставил кинокартину «Солярис» с Джорджем Клуни в главных ролях. Содерберг утверждал, что его фильм – это не ремейк «Соляриса» Андрея Тарковского, а альтернативная адаптация одноименного романа Станислава Лема. Но по итогу мы получили безэмоциональную скучную драму, которая проигнорировала научно-философские темы книги. Если у Тарковского «Солярис» — это глубокое философское рассуждение, а у писателя это научная фантастика и гипотезы о природе разума, то у Содерберга это короткая холодная притча о чувстве вины. Интересен тот факт, что сам писатель утверждал, что и Тарковский, и Содерберг исказили первоначальный замысел. Но, по словам Станислава Лема, Тарковский снял не мой «Солярис», но снял великое кино. Если вам интересен фильм «Солярис» 1972 года, если вам интересны смыслы, вложенные Андреем Тарковским, то ставьте лайк и поддержите ролик на Бусти.
Если в адаптации «Соляриса» Содерберг растерянно собирает самого себя, то здесь он мастерски полирует каждый кадр, каждую паузу, каждое движение. Этот кинофильм – это алмаз в эпоху холодных алгоритмов ТикТока, где все сводится к 3 словам: быстрее, громче, проще. Это кино не пытается угодить всем. Оно для зрителя, который способен оценить работу и старания, который любит кино так, как любят его создатели. Режиссер доверяет своему зрителю и готовит свое лучшее блюдо, как шеф-повар с любовью и страстью, как будто перед ним постоянный гость ресторана, умеющий ценить не только хорошо прожаренный стейк, но и искренность подачи. После просмотра фильма я ознакомился с рецензиями критиков и был удивлен. Я читал такие выводы. Хорошо, но нет революции в жанре. Хорошо, но нет новаторства и экспериментальности. Хорошо, но нет еще большей глубины. Хорошо, но не хватает непредсказуемости. Хорошо, но не хватает баланса между психологическим триллером и драмой. Эти профессиональные ворчуны-душнилы, снобы-некрофилы, цифровые тролли, фестивальные вампиры, вечные теоретики – все это просто цифровой шум снобизма и длинного носа претенциозного высокомерия. Их вялое ворчание игнорирует суть. Триллеру не нужна революция, если он выполняет свою задачу. Я бы хотел ответить всем этим самодовольным гурманам пустоты. Революция жанру не нужна, если она не служит смыслу. Этот фильм – это эволюция, в котором Содерберг отточил и улучшил свой почерк. В этом кино нет необходимости в эксперименте. Это история про доверие и предательство, а не исследование новой истины. Глубина – это не искусственное наслоение смыслов без развития. Глубина – это раскрытие темы ровно настолько, чтобы зритель оставил глубину в себе и рефлексировал. Зачем обязательно нужна непредсказуемость, если классический подход работает? Мастерство – это точное исполнение, а не навязанная оригинальность. Быть собой, иметь свой взгляд без оглядки на высокий бомонд – это уже уникальность. Зачем баланс, если все уже органично? Главное – это целостность. Это умное кино без занудства. Это жанровый прием без клише. Это авторство, не поглощенное собственным нарциссизмом. Если для Тарантино кино – это яркий языческий ритуал, обожествляющий кровь, поп-культуру и винил, то Содерберг – монах-аскет, для которого кино – это ежедневная медитация, иногда слишком стерильная, но академически профессиональная. Но что объединяет этих двух разных творцов? Они влюблены в кино. Смотрите хорошее кино, ведь искусство – это часть чего-то большего. Suddenly going to work tomorrow doesn't seem like such a good idea.